Всем привет! Прошел ровно год с момента последнего вайпа на ГСРП, а сравнительно крупное обновление было так вообще еще в июле 2024 года. Безусловно, мы стабильно выпускали патчи до лета 25, но потом что-то пошло не так. Что именно случилось? Это целая история, которую я расскажу по ходу этого видео. А пока заваривайте чай, накладывайте покушать. Патчноут большой и насыщенный, касается разных разделов контента, начиная от законодательства и странных локаций карты, заканчивая новым пустынным островом. Уверяю, было потрачено много ресурсов. Приятного просмотра. Как вы знаете, правила ОНЛР больше нет. Вместо этого мы реализовали естественную механику. После гибели, то есть потери сознания, игрок появляется в одной из 9 локаций. Через 70 секунд он получает капсулу, чтобы покинуть это место. Прошу не путать отмену НЛР с РК. За возвращение на место гибели по-прежнему ждет наказание. Добавлен UI-телефон, изменены механики большинства плагинов с пользовательским интерфейсом. При экипировке телефона вас встретит главный экран с приложениями. Начните свое путешествие с настроек. Каждому игроку присваивается случайный номер телефона, который всегда можно изменить на свой за определенную сумму экспы. Кроме этого, можно отключить звуки. Вызов изменится на спокойный, вибрирующий и сами уведомления от определенных приложений. Перейдите в контакты и узнайте контакты ваших друзей, предварительно узнав их номера телефонов. Теперь вы можете звонить и писать им смс. Изменены механики перевода экспы. Команды Pay и Ball удалены. При наличии банковской карты можно открыть приложение в телефоне и перевести деньги игроку, введя его ник. Получателю придет уведомление о поступлении. Изменены механики захвата локаций. По своей сути, это те же копты, за исключением некоторых вещей. Редактированный UI. При входе в зону локации вас больше не встречает окошко с информацией, вместо этого снизу экрана по центру будет ее имя. Чтобы узнать подробности, нужно открыть приложение захвата локаций в телефоне. Локации больше не приносят деньги, как это было раньше. Теперь каждая имеет свой склад, в который каждый час спавнится случайный предмет. Это может быть уникальный бронежилет, оружие или наличные деньги. Шансы настроены соответственно. Склад сам по себе виртуальный, открыть его может только лидер, нажав специальную кнопку в приложении. Захват локации теперь начинается не командой, а нажатием кнопки в том же приложении, все так же лидером. Барыги больше не являются участниками захвата. Изменены механики публикации объявлений. Старые объявления Darknet удалены, в телефоне появилось приложение, через которое можно удобно посмотреть список до 30 штук или подать свое объявление, в том числе анонимное. Редактированы механики налогов. Больше не нужно использовать point на каждую свою лицензию для подробной информации. Теперь все это есть в телефоне, где удобно оплачивается. Теперь поговорим немного о виновнике торжества. Изначально вайп планировался на июль, однако из-за задержек дедлайна по некоторым плагинам пришлось оттянуть эту дату аж до Нового года. Один из основных плагинов так и не был сделан, который максимально и оттягивал дату обновления. Но ничего, мы что-нибудь с этим придумаем. Кроме того, у нас есть несколько крупных идей уже на следующее обновление, поэтому переживать точно не стоит. Баны больше не будут выдаваться за оскорбления, вместо этого игрок будет замучен в голосовом чате. Обновлены песни радио на станциях рок и рэп. Автопарк автосалона и донат магазина стал более разнообразным. По инициативе заказчика Kit добавлены его кастомные Chevrolet Corvette Stingray, Lexus RX 500, Honda NSX 91 года, Lincoln Continental Mark 5 77 года, Mercedes AMG GT Coupe и Lamborghini Gallardo в разных раскрасках. Заменена модель BMW M4 GTS и добавлены 3 новые раскраски: синяя, коричневая и красная. В будущем планируется заменить модели Bugatti и Audi. Увеличена скорость некоторых автомобилей автосалона и не только. Наиболее интересная Cadillac Escalade с 82 до 102 км в час, Lincoln Navigator с 85 до 100, Mercedes V140 Caban с 89 до 106 км, Jeep Wrangler с 81 до 104, Гелендвагены с 83 до 107. В полиции добавлен Dodge Charger RT для ОБН в черной раскраске с маячками. Удален военный транспорт AMD 178MG, Ace Жаба, Berket Turret AGL и BG 2022 Turret зеленый пикап с турелью. Взамен этому мы смоделировали личный пак гвардейского транспорта, а именно пикап Alpha Motor Wolf, пикап Toyota Tundra, Тир-1 Гурка и Lenzo Berket, оба в версии МРАП и пикап с турелью, и все в 3 раскрасках: пустынный, лесной и зимний. Гвардейскому Абрамсу дана новая жизнь. На склад добавлены как бронебойные, так и осколочные снаряды. Физика пушки Абрамса была исправлена. Ванильный танковый снаряд удален из продажи гвардейского склада. Танк Леопард теперь использует те же снаряды, что и Абрамс. Также на склад гвардии добавлены 3 разноцветных берета: фиолетовый – военные медики, красный – военная полиция и желтый – новобранцы. Лидер фракции может найти им применение. С продажи склада СВАТ удалены джип и SUV. Взамен добавлены все вышеперечисленные гвардейские модели в раскраске спецопс с маячками.
Заменена модель Mercedes V140 Кабан. Мне наконец хватило желания переделать эту машину. Добавлено одно место, увеличена скорость разгона, добавлен вариант белой раскраски. Итальянской мафии также добавлена белая версия Cadillac Escalade. Ночи больше не такие темные. В полночь без проблем можно найти дорогу домой, не используя дополнительный свет. Встречайте остров с саванной. Солнце, песок, жара и кактусы определенно принесут долю новых ощущений. Локации по типу аэропорта перестроены или вырезаны. Город Виллистон удален и возведен заново. Кроме того, появился городок Даст Вейл, аналог знаменитого поселка. Через него лежит путь к верхнему острову, будьте осторожны по ночам, ведь там красная зона. Соответственно, новая база итальянской мафии. Просторный особняк со множеством помещений и большая огороженная территория. Честно говоря, давно пора было обновить и территорию русской мафии, поэтому встречать освеженное место их базы. Остров соединен с большим и теперь является сиськой, полуостровом. Заменена модель особняка и гаражей. База Якудзы расширена вперед на 15 метров. Установлены универсальные стильные гаражи с комнатой на втором этаже. Город Шарлоттаун перестроен. Заменена модель пожарного участка. Спасибо, Returned. Обновлено здание администрации штата. Смоделировано специально для нашего сервера с планом комнат для РП отыгровок. К примеру, зал суда с соответствующими элементами. Спасибо, Returned. Добавлены группы судья и прокурор. Выдаются правительством. В администрацию штата добавлены 2 экзаменационных NPC для получения соответствующего удостоверения. Редактирован плагин Follow Me. Теперь, чтобы вести за собой закованного в наручники игрока, достаточно использовать кнопку И рядом с игроком. Механика через анимацию Point удалена. Редактирован плагин Vehicle Property. Теперь любой транспорт будет запираться сугубо под игрока без учета группы, если тот состоит во фракции. Не касается фракционного транспорта. Редактирован и оптимизирован плагин Death Drop. При смерти игрока спамил кучу проверок. После смерти игрок автоматически появляется на месте спавна путем телепортации, выдается визуальный эффект на 7 секунд. Исправен плагин Buffs. Больше не сохраняет скилл-поинты отключенным игрокам во время действия бафа после перезагрузки сервера. Улучшен NPC-ученый, который встречает нас при первом подключении на сервер. Теперь не обязательно читать все диалоги, чтобы узнать, как выбраться из этого зацикленного места. Кроме того, его диалоги были улучшены и подогнаны под нынешние механики сервера. Немного редактированы цены на продажу товаров гражданским NPC. Где-то цены увеличены, где-то уменьшены. Увеличен сбор налога с ферм и собственного дела на 20%. Цены на транспорт в автосалонах, портах и аэропортах увеличены на 50%. Уменьшены цены на все оружие сервера на 20%. Охота стала более интересной и прибыльной. С убитых животных больше не выпадает мясо и кожа. Вместо этого вам придется разделывать целую тушу. Чтобы это сделать, нужно иметь в инвентаре острый тесак. Из туши можно получить мясо, кожу, трофей, голову или шкуру соответствующего животного. Можно продать охотникам или украсить свой дом. Скорость роста тростника и имбиря увеличилась с 30 до 60 минут. Скорость настойки домашнего вина увеличилась с 3 до 4 часов. Скорость роста домашней коровы цыплят увеличилась со 180-30 до 30-60 минут. Скорость роста табака индики сативы увеличилась с 16,58-58 до 30-60-60. Стоимость химикатов на черном рынке увеличилась с 86 до 90 экспы. В магазин мебели добавлено тонну интерьера разной раскраски. Береза, клен, сосна и не только. Короткие столы можно разложить в длинные версии. Улучшена локализация некоторых модов сервера. Изменена админ-локация. Теперь это просторный футуристичный объект с большим количеством комнат. Имя локации для телепортации вы видите на экране. Спасибо, Returned. В админ NPC смотрителям 3 и 4 разряда добавлены канвас, канвас локет, дисплей и дисплей локет. Кепки соответствующего разряда. При попытке попасть под карту участнику администрации сервер не будет телепортировать на поверхность. Полезно в случаях, если нужно достать транспорт. В продажу админ NPC добавлен боксерский ринг. Доступ к покупке у главного смотрителя и РП-куратора. Мелкие фиксы старой мебели. Текстуры стали проще в стиле Unturned. Некоторым многоэтажкам добавлены выходы на крышу. Обновлены модели витрин магазинов. Новые получили очень хорошие лоды. Спустя 6 долгих лет я наконец сделал хоть какую-то анимацию сигареты. Ее же добавил к косякам марихуаны. Также переделаны трубки с крэком. Теперь имеют отличную анимацию, а главное, они больше не исчезают после курения, а просто опустошаются. Достаточно вновь наполнить крэком и продолжать курить. Ладно, не буду мелочиться, мы в целом переделали наши наркотики, их анимации и крафты. Теперь итоговый продукт получается в большем количестве, чем это было ранее, за счет чего должна увеличиться их актуальность, ведь теперь весь этот нелегал пакетами можно продавать барыге. Однако есть нюанс в виде того, что мы вернули обновленные крафты с верстаками, химлабораториями и тому подобным. И наркотики готовятся с помощью специального стола, рецепт которого можно купить у того же барыги. Да, все, что я сказал выше о наркотиках, касается сугубо игровых механик и никак не связано с реальной жизнью. Сам я никогда не употреблял подобного и крайне не рекомендую кому-либо, ибо у этого есть серьезные последствия.
Возвращение верстаков в принципе коснулось всего на сервере. К примеру, чтобы починить или разобрать оружие, вам придется воспользоваться верстаком. Рекомендую ставить его у себя на базе или в гараже. Да, это теперь не так удобно, однако мы почти в 3 раза увеличили прочность оружия, что заставит вас чинить его не так часто. Устранена проблема, из-за которой некоторые игроки застревали или проваливались под текстурой вентиляции банка. Меш наших гаражей сильно оптимизирован. Старая сетка начисляла около 430 вершин, новая 90 без потери качества модели. Поставщику губернатора добавлен новый раздел, где можно купить различную правительственную экипировку и где-то же там найти стробоскоп. Добавлено еще больше дизайнерской одежды в магазины. Заменены ванильные гранаты на модовые со специальными эффектами, PvP-ситуации станут более кинематографичными. В привилегии спонсора добавлен виртуальный гараж с вместимостью до 12 транспортных средств. Редактирована и сильно оптимизирована модель куста табака. Фух. Кажется, родил, хотя я даже не уверен. Иными словами, это все тот же старый добрый GSRP, просто перебалансирован, сильно освежен визуально и разгружен командами. Также я все помню и хочу сказать большое спасибо Спиранскому за честную критику нашего любимого Анашан GSRP. А мы продолжим радовать вас контентом. Приглашаю всех неравнодушных зайти и оценить обновление самостоятельно и стать частью нового этапа развития сервера. С наступающим Новым Годом! Без него. Почему же? Потому что дед на баяне, блядь, играет на заднем фоне.